Заключенный сидел на жесткой койке, сгорбленный, будто нес на плечах всю тяжесть прожитых лет. Холодные серые стены камеры давили молчанием. Он поднял глаза лишь тогда, когда услышал стук каблуков. Вошла женщина-полицейский. В ее лице не было привычной жесткости. «У тебя есть право на последнее желание», — сказала она негромко. Заключенный долго молчал, потом выдавил. «Я не прошу еды, сигарет или музыки. Позволь мне увидеть маму, обнять ее хоть на минуту. Я не видел ее 20 лет». Женщина сжала губы. В протоколах такого не было, но в ее сердце что-то дрогнуло. «Я постараюсь», — ответила она. Когда настал день свидания, его шаги были удивительно легкими. В комнате уже ждала седая женщина с дрожащими руками. Заключенный застыл, не веря своим глазам, потом упал на колени и уткнулся лицом в ее колени. «Мам», — его голос сорвался, в нем не осталось ни жесткости, ни гордости. Мать обняла его голову, гладя словно в детстве. «Я здесь, сынок. Я всегда была здесь», — шептала она. Полицейская стояла в стороне, скрывая слезы. В ее глазах он перестал быть преступником. Он был сыном, которому вернули мать. Когда охранник напомнил о времени, в комнате раздался сдавленный стон. Но женщина-полицейский нарушила правила и позволила им задержаться дольше. Она знала, отнять эти последние секунды значило бы украсть нечто дороже жизни.